Представители знака зодиака Стрелец. Стрельцы, мои дорогие, здравствуйте. Второй расклад. Пасьянс. Неожиданности и сюрпризы. Сентября. С первых дней сентября у нас уже получается такая конфигурация на астрологическом небосклоне, когда несколько планет, серьезных игроков, оказываются сразу в ретро-движении. И хоть говорят, ретроградность – это оптическая иллюзия, но человечество подметило, что именно в этот период к нам какие-то вопросы возвращаются, либо на доработку, либо мы с чем-то должны сделать выбор, определиться и после организовать уже как-то свою жизнь с учетом того, ну, что изменилось или что мы захотели изменить сами. И где-то планетарно в течение сентября мы действительно можем пересматривать контракты, брачные контракты, какие-то соглашения, ну, может быть, и еще какие-то юридические вопросы, потому что либо обстоятельства изменились, либо у вас что-то изменилось. У людей, с которыми мы имеем контакты, тоже что-то может меняться. И поэтому, в принципе, какая-то перезагрузка, она вполне вероятна. Будем при этом, конечно, реалистами. Это всего лишь расклад, и он не расскажет о жизни каждого из вас. У нас сегодня новый пасьянс. И карты я сделала специально побольше, чтобы было лучше их видеть. И я хотела бы вас пригласить как и на свой сайт, и посмотреть другие тематические видео на моем канале. А также есть и видео по планетарным транзитам. Например, события до конца 2024 года. Ну, кстати, я в статье своей описываю в планетарном гороскопе. Именно планетарно, как это проходит транзит для всех знаков зодиака. Транзиты, точнее. А также есть и видео. Есть у меня по Хирону, который в Овне, еще с заходом на 27-й год. Есть и Лилит, черная луна. Словом, кому интересно, переходите в описание под видео. Переходите на мой сайт, ищите информацию. Я думаю, чем-то вам это будет или интересно, или полезно. Есть и на сайте, и статьи по психологии тоже. Итак, смотрим, мои дорогие стрельцы. Сентябрь. И после я сделаю, именно с первых дней мы рассматриваем, после я сделаю до конца месяца именно на неожиданности и сюрпризы. Потому что я могу предположить, что сентябрь может быть тем месяцем, когда вот эти внезапные перемены или какие-то новости, события и могут ворваться в нашу жизнь. И планетарно мы вот так на две части сентябрь, ну, условно разделим. У вас может состояться, мои дорогие, новое знакомство. Нам не говорят, что это обязательно про любовь, хотя этого не могу исключить. Но вполне вероятно лицо. Это тот человек, которого вы не знаете. Может быть, вы меняете работу. Или вы оказываетесь в новом социуме, среди новых людей. Может быть, и на работу к вам приходит какой-то новый персонаж. Но это для кого-то может быть и встреча. Поэтому и планетарно-то тоже у вас такое вполне вероятно. Идем дальше. Что нам еще раскроют карты пасьянса? Дорога может быть у вас. Или, в принципе, какой-то переезд, если вы планировали. Может быть и дело, когда необходимо съездить куда-то и на месте решить тот или иной вопрос, как будто разузнать что-то. Смотрю, что у нас совпадает еще. Но пока не вижу совпадений. Могу и прошляпить, не без этого. Хоть и сама создавала этот пасьянс, но когда глаз еще не наметан, он совершенно новый, я его так и назвала, неожиданности и сюрпризы. Исполняется какое-то ваше желание, корабль. И для кого-то, правда, с учетом дороги, это может быть далекое путешествие, далекий какой-то переезд. Что-то у вас получается.
И упустить такую возможность точно нельзя. Но и исполнение желаний, корабль как один из символов Меркурия. Для кого-то из вас, например, если у вас ваша деятельность связана с работой, ну вот продажи, например, да, тогда будет больше клиентов. Даже если сфера услуг, тогда тоже как будто что-то пойдет в рост, потому что Меркурий как раз этому способствует. Есть, может быть, как информация какая-то, с которой к вам приходят такие новые возможности. Держите руку на пульсе. Руку на пульсе точно следует держать. И еще быть очень аккуратным в плане вашего, ну, может быть, как и социума, так и окружения. Может быть, вы находитесь в новой обстановке змея. По этой карте это может быть тот человек, который наблюдает за вами, но транслирует, может быть, даже какую-то лояльность по отношению к вам. Но он на своей волне, у него свои какие-то мысли, и, в принципе, непонятно, что от него ожидать. У вас еще также совпало, посмотрите, пара. Может быть, у кого-то, кстати, сочетание вот этих двух, как змея, да, значений, и вот именно пара. Мужчина и женщина. Если для кого-то из вас история личная была не самая веселая и еще пока не закончилась, может быть, у кого-то буквально идут суды, может быть, или какие-то разбирательства, я такое могу допустить, тогда будьте внимательны, вам не расскажут всей какой-то правды. И вам-то нужно где-то тоже более таким гибким быть, может быть, и скрытным быть. Не более не быть как открытая книга для людей, это уже факт, чтобы себе не навредить. Но для кого-то это не имеет значения абсолютно. Это просто как бы значение змеи, это в целом распространяется где-то, как можно расценивать совет, что будьте осторожны, общаясь, может быть, с незнакомыми людьми, вот, к примеру, правда? А вот как раз пара, она больше говорит, именно это значение, когда создавала пасьянс, это те люди, которых мы уже знаем. Кто знает, для кого-то проиграется наоборот, что тот человек, которого вы знаете, он может вам прийти на помощь. Вот у кого-то и так может быть. Но больше это как напоминание, к примеру, люди из прошлого. Или с кем была прежде дружба. Здесь что-то может возобновиться, какой-то союз, мои дорогие. Стрельцы или вопросы с ним связаны могут стать на повестку первых 2 недель сентября. Или быть для вас несколько неожиданные. Или какой-то сюрприз. Может быть и так. Рядом все-таки корабль, как исполнение желаний. Может быть это то, что касается личной истории теперь, когда вы надумаете перевести на новый уровень ваши отношения. И этого я тоже не могу исключать. Тут немножко у каждого по-своему. Смотрю, что еще для вашего знака зодиака совпало. И не вижу. А нет, уже вижу. Вот, кстати, посмотрите. Метла. И по метле как будто есть какое-то прошлое, если мы говорим даже о ментальности, о наших мыслях. Так вот, от какого-то груза или от того, что не может служить нам прогрессом, нам как будто предлагает это значение избавиться, буквально вымести все лишнее, то, что вам мешает жить. Или какие-то грустные мысли, или какие-то установки прежние, ваши, может быть, личные. Увидеть какой-то вопрос совершенно по-другому. Или вы можете как раз познакомиться с каким-то человеком, и он не похож на вас. С одной стороны, он вас может заинтересовать, а с другой стороны, он или по своим поведением, или ходом мыслей, ну, вас может приводить в такое состояние, что вы можете подумать, не мой человек. Или вы можете подумать, ну, как-то по-дурацки он себя ведет. Потому что
Карта ведь говорит, не основывайся на каком-то своем видении, которым ты пользовался прежде, или на своих каких-то шаблонах. Тут нужно что-то изучить, рассмотреть или человека узнать, не делать выводов. Но если по части грустных мыслей, от какой-то глубокой философии, для кого-то, может быть, дома вы будете наводить порядок буквально или ремонт. Вот все то, что касается, знаете, как говорят, чемодан без ручки или мешок с камнями за плечами. Вот это лучше от этого избавляться. Какая-то другая парадигма у вас как будто может меняться в течение первых 2 недель сентября. Может быть, это будет связано с перемещениями. И как раз, когда вы узнаете каких-то совершенно новых людей. И они, вот, кстати, люди, как через новое знакомство. Не обязательно, опять же, про любовь. Вы можете пойти согласовывать что-то в учреждение. Но тогда для вас тоже каким-то вот эти, какое-то желание или желания, может быть, даже, исполняются альтернативным путем. Но совсем не так, как вы это предполагали. Не отказаться от чего-то. И я бы сказала так. Давайте достанем на картах Таро. Тоже 3 карты неожиданности. Может быть, нам поподробнее расскажут. Или какой сферы жизни нам ожидать таких неожиданностей. С чем это может быть связано? Колесо фортуны, старший аркан. Нет общего алгоритма для вас, потому что старший аркан это всегда у каждого по-своему. И люди меня смотрят из разных стран. Но всегда по колесу фортуны это да, сама по себе неожиданность, которая приходит и открывает как раз вот в этой колоде карт. Это добрая карта, это преддверие какого-то нашего успеха. Но это не совпадает где-то с тем, как мы представляли. И в то же время мы не можем что-то отложить на потом. Иначе потом этой возможности не будет, не теряя времени даром. Может быть, у кого-то и правда придется куда-то поехать. Может быть, и далеко, у кого-то поближе. Или решить какой-то вопрос. Выпадает вот такая у вас возможность в конечном итоге. Вы как будто поступаете не совсем так в сентябре, как поступили бы прежде. Но это вас, мои дорогие, приводит к исполнению желания. Какой-то бонус это вам приносит. Поэтому вот это колесо фортуны не упустить. Неожиданности для вас. Правда, кто-то может отправиться куда-либо. И 3 жезлов, это ведь, знаете, момент перехода между прошлым и будущим. И нам говорят, сейчас прочная позиция. Но ты уже смотри в будущее, ты смотри в горизонт. Не оглядывайся где-то назад. Наш человек стоит и ожидает, когда корабль зайдет уже в гавань, буквально к причалу подойдет. И он как будто мысленно проверяет, все ли он взял с собой. Он уже мысленно в путешествии. Поэтому часто говорят, это карта будущего. И у нас птица, как будто чайка, альбатрос. Это ведь тоже любая птица, это какая-то информация. Поэтому держите руку на пульсе. У вас что-то совершенно, знаете, пусть оно где-то выходит из-под вашего даже контроля. Вот я не побоюсь этого сказать. Но для вас открывают новые перспективы и качество жизни. Это карта уверенности, безусловно. Неожиданности для вас. Правда, куда-то либо переход, либо переезд. Или отправитесь вы куда-то. Смена работы. Или даже ничего, если подобного не происходит. 8 кубков мы как будто ищем выход из создавшегося положения. Это может быть один какой-то вопрос, который вам нужно будет решить. Тогда карта говорит, ты найдешь как раз этот выход. Но, опять же, карта говорит, что выход-то находится совсем не в той плоскости, как мы поступали раньше или как мы думали прежде. Человек поворачивается и даже не оглядывается на эти кубки. Может быть, еще есть что-то в части этих кубков, а может быть, что-то и уже разрушенное не имеет значения, но я иду вперед. Это карта смелого человека. И ведь наш герой идет вперед, посмотрите, там достаточно как сумерки на фоне луны. Сама по себе какая-то неизвестность, но у него хватает на это мужества. Вот что-то подобное, мои дорогие. Будущее, как будто вы на пороге будущего. Может где-то штормить. Почему говорю штормить? Представьте, что вы заходите в какое-то помещение.
вы открыли дверь, а в помещении открыто окно. И создается некоторый сквозняк, и мы часто замираем, если сквозняк сильный, потому что, ну, так человек, наверное, устроен. Если сильное вот такое вот дуновение ветра, для нас непонятно, что это означает. Мы как будто, ну, словно завороженные, на какое-то мгновение замираем, думая, что же там впереди, почему вот мы что-то подобное ощущаем. Но если и была какая-то на мгновение остановка, то только лишь для того, чтобы проанализировать. Я иду вперед, я все с собой взял. Или мне следует дополнить, может быть, какими-то вариантами, которые я не предполагал. Идти вперед придется, все три карты об этом. Может быть, это будет связано со сменой работы у кого-то с новым знакомством, у кого-то с новым социумом, с новыми новостями, событиями. Давайте посмотрим 3 сюрприза. Вот посмотрите, еще один старший аркан. Можно говорить и так, что вы можете, с одной стороны, сами. Кто-то решится, мужества хватит идти вперед. Кто-то может ожидать, что какая-то ситуация, ну, разрешится сама. И здесь будет очень важно правильно определить, что есть ожидание. Для кого-то из вас эта карта будет говорить, если мы именно про ожидание, когда мы ожидаем документов. И есть четкий регламент, есть порядок, мы на него не влияем. Но есть и другое ожидание, пустые надежды. Вот их быть не должно. Видимо, карта вам выпадает в сюрприз, что как предзнаменование. Будь готов к тому, что какого-то тупика ты себе не должен создать. Или какого-то положения зависимого. Вы можете как раз выйти из каких-то обязательств. Вы можете выйти из какой-то ситуации, которая патовая, не имеет продолжения. Это ведь все-таки сюрприз. Вы можете прекратить какое-то бесплодное ожидание и на что-то решиться, мои дорогие. Но кто-то может ничего не предпринимать. И тогда ничего не меняется. Но тем не менее, давайте сюрпризы. Рыцарь мечей, опять же, движение. И со знаком плюс эта карта проигрывается, когда мы реалисты большие. Проходит еще и такое значение, пусть не в этой колоде, как бунтарь без причины. Вас самих где-то могут накрывать эти эмоции, или они вам могут даже помогать, чтобы прекратить какое-то ожидание. Но все-таки мы не создаем какой-то конфронтации. Ну, просто вот мужество или какой-то импульс, чтобы не останавливаться на достигнутом или не замирать, может быть, от того, что какая-то патовая даже ситуация нас приводит в своеобразный тупик, или мы чего-то не ожидали и узнаем новость. Нам как будто двигаться надо. Тут даже новости или какие-то события вокруг вас, это, расценивайте как по судьбе, потому что вам нужно выйти словно из какой-то зоны ограничений или из зоны бездействия, или из каких-то обязательств, мои дорогие стрельцы. Может быть, вы застряли в них и думаете, вот я должен, я должна. Вы должны сами себе в первую очередь. Но от ваших действий, от вашей решимости будет как раз и зависеть качество жизни. И быть где-то готовым к неожиданностям. Но вот этот жизненный драйв, это намного интереснее, нежели какая-то зависшая, надоевшая ситуация. Что-то может измениться в первую точно. Посмотрите, какие у вас серьезные старшие арканы. Как будто вот этот рыцарь мечей, он между арканом повешенным или каким-то стопором. И 20-й аркан – это карта страшного суда, но суд не страшный. Как раз значение избавления от боли, избавления от страданий, от каких-то разочарований. И все зависит, опять же, от вашей решимости, от ваших действий, от вашего правильного мировосприятия. И когда вы себе, безусловно, не вредите. Давайте карту совет достанем. Посмотрите, как здорово. А ведь можно вот так вот и застрять. 4 жезлов – это праздник после победы. Поэтому у кого бы чего ни касался вопрос. Сильная, во-первых, позиция, потому что 4 жезла – это как 4 столпа. Это основа, это якорь, это уверенность. Поэтому имейте дело с надежными людьми.
Если вы меняете работу, проверяйте, что за организация, она тоже должна быть надежна. Вы сами где-то не должны нарушать закон, а если вы оказались в какой-то патовой ситуации, тогда тоже нужно искать выход, не просто где-то об ожидании. Поэтому ваши какие-то действия, мои дорогие стрельцы, которые способствуют вашему прогрессу, они будут и способствовать празднику после победы. Есть возможность действительно решить какой-то вопрос или выйти из зоны вот этих ограничений, когда вы долгое время что-то ждали, совершить важную повестку и, может быть, на месте решить важный вопрос. Может быть, познакомиться с кем-то, мои дорогие, а не ждать, что ну вот я один или одна, и у меня ничего не меняется. Так мы сами должны выйти на встречу судьбе, иначе откуда судьба знает, что вы хотите с кем-то познакомиться? Это на самом деле энергии очень важны. И будьте внимательны к своим мыслям, потому что то, что мы думаем сегодня, нам возвращаются завтра в какой-то реальности. И если мы думаем где-то негативно или застряли вот в этом каком-то ожидании, то на завтра-то тоже ничего не изменится. Мы, по сути, теряем время. Мысли материально, помните об этом. Но какой-то праздник у вас, мои дорогие стрельцы, такой заслуженно добрый. И ведь у нас пара выпадает. Вы останетесь довольны. Перекладывайте на себя, мои дорогие стрельцы. Я вас люблю, и вы будьте счастливы и любимы всегда.